Переживаем за свои жизни, так как у нас все рушится. Мне на голову оттуда упал камень. Упала часть бетонной облицовки. А дом, он признан аварийным? Да. Должны были поменять водоснабжение там. Но на В бумаге 2000 это было? На бумаге, в интернете это все есть есть в кто-то открытых украл эти источниках. Да. Сверху чистенько, нормально, но отошла стенка. У нас просто рухнул потолок. И текет по стенке, и мебель скатывается. Да. Вот делаю 2 шага и переживаю о том, что как бы я не упала в магазин. Вот тут не повезло. Благо, никого не прибило. Вот взяла кредит, сделала потолок. В чужой квартире, которая администрации принадлежит. Я позову Светлану Алексеевну, которая живет в вашем же доме и работала в управляющей компании, которая вас обслуживает. Давайте ее попытаем. Добрый день. Уже 10-й сезон подряд мы в этой студии обсуждаем проблемы аварийных домов. Понятно, что люди, которые живут в аварийном доме, сильно страдают. Но вот история, когда пострадали прохожие от аварийного дома, мы снимаем, по-моему, впервые. Впервые, да. Жуткая история. Сегодня в нашей студии Екатерина Пекалова. Ее дочь пострадала от обрушения аварийного дома. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я же правильно сказала? Да, все верно. В апреле этого года моя дочь по дороге в школу, проходя мимо аварийного дома, получила травму головы. То есть ей на голову упала часть бетонной облицовки со стены данного здания. А сколько девочке лет? 10 лет. Сразу же мы обратились в полицию. Вот, и в медпункт, соответственно. Были наложены швы. Да, но Кристина нам рассказала, как это произошло. Давайте посмотрим, потом продолжим. Я всегда этой дорогой хожу в школу. В тот день я тоже шла. В тот день была лужа. Я решила ее обойти и пойти вот тут. Когда я сюда подошла, я остановилась и почувствовала боль. Мне на голову оттуда упал камень. У меня болела голова, я позвонила маме. Она мне сказала идти домой. Я пошла домой, потом мы поехали в больницу. Мне наложили швы, и теперь у меня шрам на голове. Я представляю, как вы испугались. Ну, конечно, потому что было непонятно, что упало, откуда упало. Это, надо сказать, Упало вам и- повезло. Да, она была в шапке. Мне кажется, что еще это спасло от более серьезных последствий. Ну, таких, наверное, как сотрясение и что-то еще более серьезное. А в полиции-то что сказали? Ну, в полиции зафиксировали данный инцидент. Сказали, что будут обращаться в соответствующие ответственные органы. Вот. После этого со мной связался представитель управляющей компании и сообщил, что будет заниматься данным вопросом и подаст иск на администрацию города Энгельса для того, чтобы были приняты какие-либо меры по отношению к данному аварийному дому. И? Ну, вот пока... тишина? Пока тишина, да. А когда он с вами связался? Вот в апреле все это произошло. Буквально через несколько дней после инцидента. Дом действительно в плачевном состоянии. А у вас в городе много таких домов? Да, действительно, их много. Более того, по какой-то причине они аварийными не признаются. Давайте позовем Светлану Кузьмину, которая живет в этом доме. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Светлана. Сколько лет вашему дому? Давайте вот прям с самого начала, с его рождения этого дома. Наш дом с 1939 года постройки. То есть ему 84 года. Изначально это была типография. Потом ее заселила какая-нибудь фабрика или кто? Ткацкая фабрика, да. И как бы вот ей отдали в ее ведомство То есть это было общежитие? для общежития, да, рабочих. Фабрика в 2010 году перестала свое существование, и наше общежитие перешло в муниципальное. Пока фабрика действовала, была горячая вода, было отопление, зимой было очень тепло. Вот, и как бы были вахтеры. Я почему знаю? Потому что я сама, когда приехала, поступила на работу и работала в этом общежитии вахтером.
То есть там был порядок, там все было цивилизованно, все было как бы... Все стало Нормально сыпаться было. после того, как фабрика перестала работать, Да, дом перестала отдали работать, городу, и все. У нас прекратилась подача горячей воды. Нас переключили на другую котельную, которая не топит нам так, как надо, а просто поддерживает тепло, чтобы мы просто не замерзли. А вы в найме там квартиру имеете или собственник? Но сейчас, на данный момент, я собственник. А когда приватизировали? Приватизировала я ткацкая фабрика, когда начала, это как бы... Ну, то есть в 10 Закрываться, 10-м ну году. Да, Да. закрываться, да. Нас начали как бы пугать, что будут выселять. А так как я была с ребенком одна, и другого жилья у меня не было, вот, ну, и ребенок был приватизировали. несовершеннолетний, 14 лет ему исполнилось, я решила приватизировать хоть такую крышу над головой. Сколько людей сейчас живет в доме? Около 200 человек. И из них сколько собственников, сколько муниципалов? Ну, у нас и собственников, и муниципалов у нас пополам получается, 50 на 50. А на вашей памяти хоть какой-то ремонт был у этого дома? Да, у нас был косметический ремонт. Это было в 2019 году, по-моему. До этого раньше нам перекрыли крышу. Это был капремонт. Вот, крышу нам перекрывали в такой момент года, когда были ливни и снег. То есть сняли крышу, все пролило. Весь 4-й этаж полностью залило. То есть там все обои отошли, пролило до 2-го этажа. Люди судились. И зимой, то есть вторую половину здания, которое находится над другим магазином, ту зимой перекрывали. Тоже шел как раз снегопад хороший. В этом доме в 2016 году была замена крыши. Дальше в 2016 году должны были поменять водоснабжение там. Нет. Ничего этого не было, ну, исходя из видео, которое я видела. Но на В бумаге-то 2000 было? На бумаге есть, на бумаге, в интернете это все есть, в кто-то открытых украл эти источниках. Да. В 2019 году было теплоснабжение той же замены, Нет. ничего не было сделано. А дом в каком статусе сейчас? Он признан аварийным? Да, наш дом в 2021 году принят аварийным. Долго добивались? Очень. С какого Очень. года начали? Ну, наверное, с 11-го, с 12-го где-то вот так вот, да. Мы ходили, писали письма, ходили во все инстанции. Так вас обещают расселить до 26 августа 2024 года, как я Да, вижу. нам дали постановление, да, что вот расселят до этого года. Но сейчас это постановление уже не имеет силы, потому что нам отодвинули переселение до конца 2026 года. А какой процент износа дома вашего, вы знаете? Мы не знаем, нам об этом не сказали. Вот давайте сейчас посмотрим на экран. Заключение по результатам оценки и технического обследования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Полиграфическая, дом 81. С учетом значительного физического износа многоквартирного дома 71%, рекомендуется признать его аварийным и подлежащим сносу. Давайте посмотрим, в каком состоянии дом находится. Нашему дому 84 года. Живем мы уже здесь все давно, и мы переживаем за свои жизни, так как у нас постоянно все рушится. Видите, у меня вот тут пролазит рука. Скажем, не то что рука, а вот спокойно папочка. Видите, кирпичик, вот. Вот окна, которые пытались ремонтировать лет 10 назад, они все уже сгнили. Они все шатаются. На гвоздях просто держатся стекла. Это вот несущие стены. Здесь Надо всё- забросить что-то можно. Да, там можно прям спокойно залезть. А наверху растут деревья. Внизу труха, сверху земля. А вот здесь проживаю я и мои 2 окна на 3-м этаже. Стена вообще вся голая по всему фасаду. И получается очень холодно. У нас рядом строится новый жилой комплекс. Наш дом постоянно трясет. Невозможно спать. Старое здание просто не выдержит. Наш дом просто уходит в землю. Вот это наш второй подъезд. Идемте, мы вам покажем,
какие тут у нас условия. Обратите внимание, на что похожа наша самая лестница. Выход просто-напросто весь завален, как на помойке. Вот это не пожар. У нас не было никогда здесь пожара. Это грибок, это черная плесень. Мы всем этим дышим, нам приходится. Вот в лестнице в нашей такая дыра. Управляющая компания таким образом решила. Вот так вот спускается мама с ребенком. И ребенок туда просто-напросто ухнет. Все это мокрое, вот по стене все. А с этой стороны вот находится щиток. Все это замыкает, у нас вырубается свет во все общаги. И это все может привести к пожару. В таких условиях вот просто это нереально, как мы живем, выживаем. Тут на самом деле, ну, мы заброшены просто, мы никому не нужны. У вас, я так понимаю, управляющая компания есть? Да. Так она что-нибудь, эта управляющая компания, делает? Нет. Она говорит, что у вас очень много должников. Это, во-первых. И, во-вторых, что мы еще должны за тот косметический ремонт, который был у нас в 2019 году. Вы должны? Да. Наш дом Кому еще вы должны? У нас на балансе 0, как он сказал. Поэтому вы еще вообще вы в минусе. Вы должны нам. Вот вы говорите, что управляющая компания ничего не делает. А по акту работ делает. Давайте посмотрим на этот акт. Акт приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 28.03.2023 года. Всего за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года выполнено работ на общую сумму 507 581 рубль. А главное, посмотрите, а кем акт подписан? Собственниками многоквартирного дома. То есть Ничего вы... не подписывали. А я вам говорю, посмотрите на документы. Ну, вы я сами подписали этот документ. Этот документ вы, я видел, я Вы знаю. согласились с этой сметой. Ну, вы понимаете, да, что я это говорю с иронией. Скорее всего, это подделка. Здравствуйте, я ничего не подписывала. Я сама эту бумагу увидела посредством... В чат выложили непосредственно жители, которые проживают в этом доме. Вот, я также была удивлена, потому что работ вообще от слова совсем... Никаких не было. Вообще Так вы еще и за никаких. ремонт должны 19-го года. Да. Я в шоке вообще. Кстати, вам предлагали уже маневренный фонд? Да. И как? Ну, я отказалась, потому что это, во-первых, на окраине. Наш дом находится в центре города практически, а это на окраине. И как бы это такое же общежитие, такое же. Вот Понятно. такое же точно. И как бы, ну, я подумала... Просто без статуса аварийного дома. Да. Понятно. А вы же тоже в этом доме живете? А как давно вы там живете? Ой, а вот именно я живу с 96-го года. Ничего себе. А вы собственник? Нет, мы муниципалы. Вот. У меня в комнату получил муж. Значит, работал на ткацкой фабрике, потом, значит, я после декрета вышла тоже на ткацкую фабрику. Вот, и до сих пор там проживаем. А вам предлагали какой-то маневренный Нет, фонд? мы пытаемся своими силами. Вот ремонт, значит, там как-то... Вы делаете ремонт Да. в муниципальной квартире за свой счет? Комнаты, да. Комнаты. Да. У нас неправильно сделали, как это у нас, козырек. Да. Его сделали недостаточной длины, и мне заливает как раз под козырек заливает. Мы пытались сделать навесные потолки. У меня соседка сделала. Я пошла на это дело, посмотрела. Нет, сверху чистенько, нормально. Но отошла стенка. И текет по стенке, текет туда вниз. Вот На я вас третьем слушаю. этаже... Да, я понимаю. Я вас слушаю, у меня ужас просто вот по спине. Я вам объясню. Ой. То есть вы говорите, мне вот когда... Мне повезло. Когда крышу делала, ну вот, да. Вот когда крышу делали, мне прям повезло. Ну, не затопило, слава богу. Но вот сделали ее не очень. Вот тут не повезло. Нет, просто Стало по сравнению всё с тем, ну. что было там вот, где не успели покрыть крышу, обваливалась дранка, вся вот эта вот штукатурка, все лежало. Вот ей повезло в этом случае, скажем Вот, так. понимаешь, у нас какое повезло, не повезло. Вот не затопило, но козырек плохо сделали, сейчас топит. Вот мы в такую игру играем, да? Я сейчас скажу. Мне, кстати, в тот момент не повезло вообще. У меня тоже комната на 4-м этаже. Из-за того, что была очень старая кровля, в шифере зияли очень большие дыры. Соответственно, когда лил дождь, были протечки. Вот. И в один прекрасный момент, перед тем, как мы хотели туда въехать,
у нас просто рухнул потолок. Благо, никого не прибило. И после этого я написала заявление, пошла на прием, записалась на тот момент к председателю комитета ЖКХ, это был Бусаргин Роман Викторович. Сейчас это губернатор Саратовской области. Вот. Ну, естественно, все рассказала, все, на что потом было принято решение, что заменят кровлю по программе капитального ремонта. Это был 15-й год. Я позову Светлану Алексеевну, которая живет в вашем же доме почти 30 лет и работала в управляющей компании, которая вас обслуживает. Давайте ее попытаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы правда работали в управляющей компании? Правда. Да. Как она Я называется? вот возмущена. Сколько тут говорилось, и все правда. Но ничего на наше, вот, как говорится, заявление никто не обращает. Хотя я и тоже работала. Но никакого внимания не обращают. На жалобы, на наши заявления. А когда вы работали в управляющей компании? Какие-то года-то были? В 2000 году. Но это тогда, когда еще с домом все хорошо было, правильно же? Ну да, пока да. Но я почему туда попала, потому что ходила насчет крыши. Заявление писали мы все, подписывались все, что нам нужно ремонт крыши сделать. Ну, я пришла туда, начала всем объяснять, что так нельзя жить. Это невыносимо, когда люди сидят в домах, и на голову падает это дождик холодный, это грязь вся. И просто немыслимо так жить. Тогда они сказали, если вы такая умная, приходите к нам и поработайте. И я говорю, хорошо, приду, поработаю. Вы серьезно? Да. Я пришла, заявление подала на следующий день. Меня приняли. Я еще так удивилась. А вы когда хоть работали в этой компании или вообще просто... Я поразилась, говорю, да вы что, никогда. Я продавец, я повар, я киномеханик, у меня потом парикмахер. У меня много этих, как говорится, профессий. Но никогда такого, чтобы я занималась. И кем вы работали? Мастером. Мастером. Что делали? Что в ваши обязанности входило? Дворники, технички по уходу за квартирами, за домами, за благоустройство домов, все такое прочее. А сейчас-то как вы живете? Как? Очень плохо. Очень плохо. А вы собственник или муниципал? Муниципал. Понятно, да. И в каком состоянии ваша комната? В очень плохом была. Была, то есть вы сами ремонт делаете? Сама делала, не дождалась. Не дотерпела. Я 2 года там поработала у них. Гляжу, это просто знаете, нервы, одни нервы кругом. Придешь, просишь, добиваешься, нет. Ходишь по помойкам, ищешь эти стекла, которые вытащили с рамами. Оттуда, ребят, прошу, чтобы они вытащили эти стекла. Нам в общежитие вставили. Денег у них нет на на стекла. Вы по помойкам стекла собирали? Да. Представляете, как людям жить? Уже осень, холодно, дожди, снег. Слушайте, насчет как где брать? Насчет как людям жить. У вас же, я так понимаю, коридорная система, то есть места общего пользования, они общие, на самом деле. Общие. И в каком они состоянии? Очень ужасном. Я не люблю на это смотреть, но придется. Давайте посмотрим на ваш дом внутри. Это только действительно просто посмотреть можно, а жить нельзя. Вот это наше место общего пользования, так называемая кухня. Краска вся обсыпается, и все это отваливается. Поэтому вот здесь и вот здесь, на этих 2 плитах, мы уже не готовим. Рамы все старые, прогнившие. Его лишний раз трогать-то страшно. Смотрите, это можно в таком туалете сидеть? Даже вообще невозможно. Все на голову валится. Даже если сядешь,
значит, у тебя будет на голове. Это вот такая у нас труба. Она шатается вот. Вон дыра. Ну как так можно? А это моя комната. Вот, посмотрите. Вот угол течет. Дождь прошел, намокло. Чтобы все это не сыпалось в еду, я все это просто обметаю. Ой! Обои. Вот смотрите, видите, что происходит? Это все грибок. Я тут проживаю с дочерью. Дочери 12 лет. Что случится? Где искать виноватых? Вот кто будет виноват? В этой комнате я живу 21 год. Раньше сыпалась штукатурка у меня, и трещины были большие. Натяжные потолки сделали. А я больной человек. Мне признали столько болезней. Рак бальзома волосяной части, рак кожи. Ну, эти деньги, которые на ремонт пошли, я бы, конечно, могла их потратить на себя, на свою болезнь. Каждый раз, когда я дохожу до середины своей комнаты, я переживаю о том, что как бы у меня не сложились полы, и я не упала в магазин, который находится подо мной. Вот смотрите, покажу вам сейчас наглядно. Мне приходится постоянно двигать мебель, чтобы она у меня вот в середку не сходилась. Очень больно, очень страшно. На старость лет просто хочется пожить в нормальных условиях, в человеческих. Какой кошмар. Слушайте, а вы-то как с раком кожи, с этим грибком, с этой плесенью. У меня нету Но денег, это чтобы явно вам не купить добавляет комнату здоровья, а какую-то. усугубляет только Очень. все. Я, конечно, не врач, не специалист, но здоровому-то человеку нельзя в таких условиях жить. А что уж говорить Здоровый про... человек не может жить в таких условиях, потому что он перестанет быть здоровым сразу. А у вас вот так, я так поняла, да? Пол, вот да, так. в середку. И мебель скатывается. Да, да. То есть вот я захожу, когда у меня нормально, а вот делаю 2 шага, и все, у меня вниз он идет, и да еще вот так вот. Ну так он так и сложится. У вас же там рухнуло на вас, вот у вас также может рухнуть. Да, дело в том, что там на всех этажах деревянные межэтажные перекрытия, которые за все 84 года ни разу не видели капитального ремонта. Послушайте, да ладно капитальный ремонт. Я вот смотрю, у вас там нет окон. Нет окон, это ветер, дождь, снег. Да, все верно. Это сырость бесконечная. Верно. Ну, грибок же не на пустом месте берется. Какое дерево это выдержит? Какие перегородки? Дом рушится, жить в нем нельзя, а коммерция в нем процветает. Это как вообще? А мы же говорили про магазин. Мы решили сходить в этот магазин и узнать у работников, они вообще в курсе, что им вот каждую секунду может потолок на голову упасть. Скажите, пожалуйста, вы часто ходите вот в магазин в этом доме? Да. Часто. Да. Нет, это чисто вот на остановку пришла, зашла в магазин. В этом вот магазине я работала с 17 года по 18. А вы знали, что магазин продуктовый находится в аварийном доме? Вообще нет, не знала. Да, ну, по внешнему виду. И дом в аварийном состоянии, перекрытие деревянное. Однажды мы с коллегами пришли утром, слышали возглас в соседнем магазине. Там упала крыша прямо на кассы. Если бы вы знали, что это здание аварийное, вы бы сюда ходили? Там я не вижу опасности. А вот тут, да, ну, наверное, надо было обратить внимание. Вы бы хотели бы поменять свою дорогу в магазин? Девушка, я просто рядом живу. Мне куда-то, да, ходить, это нужно в другой угол. Здравствуйте. Скажите, а вы знаете, что ваш магазин находится в аварийном доме? Да, воды нет, туалета нет. Мучаем всегда, снег, когда падает, без конца чистим. Туда вон. Стекла даже, да, встретили, тогда вот падали. На больнице, когда работала, да, хорошо попала, да. То есть это не первый случай? Да. Во время сюжета к нам присоединилась Зинаида Волкова. Зинаида, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы
кредит взяли для того, чтобы жизнь свою обезопасить? Ну да. После того, как сделали нам крышу, уже одни разводы были, надо было делать ремонт. Вот взяла кредит, сделала потолок, поклеила. А вы собственник? Нет. То есть вы берете кредит, чтобы сделать ремонт в чужой квартире, которая администрации принадлежит. Они обязаны делать ремонт и сдавать вам квартиру в надлежащем и пригодном для проживания виде. По Это закону. так в договоре По написано. закону, Это да. закон такой. А вы кредит берете. Все делают за свой счет. И сколько вы уже кредит этот выплачиваете? Выплатила в этом году. А сколько выплачивали? 3 года. Вы чуть ли не раньше всех комнаты получили, верно? Да, я всю жизнь работала на ткацкой фабрике. Приехала малолеткой, поступила в училище, выучилась. И прям вам в училище дали комнату? Да. Всем давали тогда, всем. Ну, потом... Но вы так и задержались там. Ну на, да, так и на всю задержалась. жизнь. Да, Слушайте, да. когда давали вам, дом же был в хорошем состоянии? Ну да, у нас была фабрика. Там были маляра, в год несколько раз ремонт делался. Следили за домом? Да. Фабрика следила? Да, меняли унитазы, это, все делалось, все. А сейчас нет. Я так понял, что у вас куча вопросов к управляющей компании. С каким вопросом вы к ним не обращались? Ответ один. Денег нет. В 2018 году, когда делался косметический ремонт, была управляющая компания «Коммунал-сервис», был директор этой управляющей компании Женеренко. Затем тут же, буквально как у нас был окончен ремонт, сменился на Пулина. И Пулин руководил коммунал-сервисом. И в 2021 году мы узнаем, что, оказывается, у нас уже не коммунал-сервис, а УК «Покровск», и руководит им все тот же Олег Викторович Пулин. Вот мы хотели поговорить с Олегом Викторовичем. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Здравствуйте. Мы хотели поговорить с Олегом Викторовичем. Ну, я похожа на Олега Викторовича. Ну, может быть, мы с кем-то из замов можем поговорить. Прям, пройдите. Здравствуйте. С кем мы можем поговорить, если нет Олега Викторовича на месте? Не знаю. А вас как зовут? У вас какая должность? Я Надежда. А должность? А, нет у меня должности. Спросите, если в курсе, я вам скажу. По поводу обслуживания дома на Полиграфической 81. Вот это общежитие. Ну, как бы не общежитие, даже коммуналка. То есть вообще убитая в хлам. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представитель доверенности. Удостоверение показывает, что вы являетесь законным. Конечно. Какая доверенность? Я в своем здании нахожусь. Меня уберите камеру. Я медийная личность. Пожалуйста. Для снятия репортажа мы бы хотели красиво одеться. Если я вам просто нравлюсь, вы меня можете просто прийти, дом поснимать. Я вам еще раз говорю, камеру уберите. Я вам говорю, что я не могу убрать. Хорошо, мы вызываем ВБР. Алло, да, вас хотят. Олег Викторович сейчас попросил, чтобы вы с ним связались. Алло, Олег Викторович, здравствуйте. Это Анастасия, редактор Первого канала. Мы к вам вообще пришли за официальным комментарием. Я могу к вам подъехать. Когда вы взяли дом на управление на Полиграфической улице, 81-й. Это был 2020 год. Статус аварийного он приобрел через год. Но делать нечего, пришлось обслуживать. Что вы делаете по этому дому? Все, что необходимо в рамках минимального перечня, например, вода или газ, или электричество, уборка и придомовой территории, и внутри дома, мы научились довольно быстро откачивать воду из подвала. Последний раз откачивали, неделю назад. И думаю, что нам завтра придется тоже откачивать. Мы когда сегодня были, в этом доме, мы видели фактически дыры в стенах. Если речь идет о капитальном ремонте, это фонд капитального ремонта. И уведомили обо всех проблемных местах. Но решение принимает не управляющая компания, решение принимает администрация.
Ну, все, что он говорил, мы подкрепили картинкой. Все, воду откачиваем, целый подвал воды. Это мы делаем. Ну, просто вот абсолютно все, что он говорил про этот дом, не соответствует действительности. Вы ничего не делаете в этом доме. Мне очень стыдно смотреть на директора управляющей компании, который так отвечает, на сотрудников, которые там работают. Вы платите им деньги, грубо говоря, вы платите им зарплату, да, и они так с вами общаются. Вот подобное отношение к людям, это не только в этой управляющей компании. Бывает, также разговаривают в администрации города. Мы сходили, поговорили с администрацией сначала со скрытой камерой. Это любопытно. Вы там были вообще? Ну вот. Мы сегодня снимали дома. Если хотите, я могу вам показать, как он выглядит. Неинтересно. Там просто дырка в стене. Там и в пол. Котельную и оставили внутренний. Но это управляющая компания за этим должна следить. Когда ее сносили котельную, вот у нас жители все время как вот люди говорят, а вот администрация, а вот там власть, вот это виноваты, у нас по закону они собственники. Муниципалитет не может тратить деньги на содержание этих домов. Это прямая обязанность управляющей компании. Это никто, конечно, не знает процент износа дома, но Да, вот то, что... это не самое главное, процент износа ни при чем. Дом может быть, вот это вот здание, вот, в котором мы находимся, оно с позапрошлого века. У него процент износа уже 100, давным-давно. Потому что ему уже больше 100 лет. Оно же не аварийное. Ну а кто им будет делать, если управляющая компания ничего не делает? Просто вот... Они выберут другую управляющую компанию. Получается, что если хоть что-то случится с этим аварийным домом, он перестанет, не знаю, стена рухнет, потолок уйдет, ответственность управляющей компании. Схема такая. Вот тут у меня утверждение о том, что, значит, он не собственник, что у муниципалитета, у которого 50%, как мы знаем, жилья там. Так про это и речь. Про что он вообще говорит? Он не может выделять деньги на текущий ремонт. Ну, это же бред собачий. Если ты собственник, ты также отвечаешь за свою собственность. Прежде как вот эти... всего они отвечают. Конечно. Он отвечает прежде Конечно. всего. Причем здесь управляющая компания? А он просто там не был. Вот хотела только он что просто сказать, не был, что человек поэтому просто не в курсе. Видите, он говорит какие-то предположения, что да, зачем мне там быть? Он примерно понимает, что ситуация плохая. А на самом деле мне казалось, что мне сложно удивить, потому что мы такие случаи рассматриваем на Народном фронте. Но сегодня действительно удивило. И удивила халатность и, главное, нежелание даже в этом разбираться. Согласны со мной? Да, Это я же с вами полностью согласна. Его там не было. Туда администрацию, то есть как-то пригласить очень затруднительно. И это центр города? Да, это центр города. Нет, ну ты же видел, какая там стройка развернута? Да как нет, этот слушай, дом вообще держится при такой я стройке понимаю, что рядом? говорить с этими людьми о репутационных потерях, все бессмысленно. Абсолютно. С главой у нас, конечно, все очень плохо. Когда мы узнали, что Дмитрия Петровича выбирают в главы Энгельсского района, всем городом была подписана петиция, достаточно много подписей. Все были достаточно прям вот удивлены, когда его поставили главой, потому что если на просторах интернета вы очень много можете найти информации по... Коррупции? Да. А ваш губернатор нынешний, он раньше в ЖКХ работал? Да. Роман Викторович Бусаргин. Вот смотрите, сейчас подождите. Роман Викторович, вы же не понаслышке знаете, какие дела делаются в ЖКХ. Вы, пожалуйста, не сочтите за труд. Это официальное обращение к вам, как к государственному деятелю, государственному лицу. Мы находимся в студии Федерального канала, и любая информация, которая здесь прозвучала, для вас. Это официальное заявление. То есть вы должны мне в месячный срок ответить на него. Куда ушли деньги на ремонт, которые по сметам были выделены? Это первый вопрос. И второй. С чем связан перенос срока с 24 года на 26-й? Мой совет – идти писать заявление на маневренный фонд. Потому что если вы туда не напишете, и администрация ничего не будет делать, как она сейчас не делает, то, соответственно, вы никак свою проблему не решите. Поэтому чем больше вы будете писать в администрацию, либо в какие-то вышестоящие органы, тем быстрее вы решите свою проблему. Но мы все-таки получили и официальный ответ от вашей администрации. Давайте послушаем.
Полиграфическая 81 признана аварийной на 4-м этапе по расселению. 4-й этап подразумевает срок расселения в конец 2026 года. Всем гражданам изъяснялось их право на получение маневренного жилья. Те граждане, которые обратились, им такие помещения были предоставлены. Все, кто на сегодняшний день еще нуждается в маневренном жилье, могут также обратиться к нам, и мы будем делать все возможное, чтобы предоставить им такие жилые помещения. Администрация Энгельсского муниципального района несет ответственность за жителей. Это уже управляющая компания в рамках своих полномочий должна отвечать за безопасность граждан. Конечно, вопросы жителей, которые поступают, мы своевременно фиксируем и уже направляем дальше либо в надзорные органы, либо также в Государственную жилищную инспекцию, сообщаем, если есть какой-то вопрос, проблема. Все, что касается наших полномочий, конечно, стараемся решать жителями самостоятельно. Кто-то из вашего дома переехал в маневренный фонд? Да. Кто? Маневренный фонд. Одна. Звездина Лена. Одна. Ну, там приличный какой-то маневренный фонд. Да, там дали больше площадь ей. Там есть ванная, но тоже типа общежития. Ну, у нее там ребенок больной. Те граждане, которые обратились, им такие помещения были предоставлены. А у нас что-то тут с русским языком-то. Такое помещение было предоставлено, раз один человек обратился. Чтобы у вас совесть была совсем чиста, а они не смогли отговорками нас кормить, напишите заявление. Вас никто ничего не обязывает. Пойдите посмотрите этот маневренный фонд. Вдруг чудо. Вдруг кому-то понравится, да? Страдания прекратятся, хотя бы на время переедете. Ну, Опять, просто посмотреть же это можно? Не решение проблемы, я понимаю. Но сходить посмотреть надо, первое. И второе. Обращаясь к Юлии Александровне, вы повторяете слово в слово ошибку вашего начальника. Половина комнат в этом общежитии муниципальные. Это значит, что вы, муниципалитет, являетесь собственниками. И вы, как собственник, по договору найма сдаете это жилье, а по договору найма оно должно быть приспособлено для жизни, людям. И если с этими людьми в вашем жилье что-нибудь случится, по вашей вине, по вине собственника, отвечать придется вам, а не управляющей компании. Вот мы сегодня говорим об этих юридических понятиях. Аварийный дом, непригодность к жилью. Мы сегодня очень крайне мало говорим о том, на ком лежит вопрос безопасности. И действительно, в первую очередь сейчас этот вопрос лежит на управляющей компании. Почему управляющая компания не предпринимает тех мер, которые направлены на оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности? Что с проверкой по 238, которую вы направили? В апреле месяце было написано заявление, до сегодняшнего момента Следственный комитет не отреагировал на данное заявление. Возбуждено уголовное дело, не возбуждено. Был ли отказ? Вообще объяснение у кого-то взяли по поводу этих вопросов? Мы об этом ничего не знаем. Почему эти вопросы до сегодняшнего момента не разрешаются? Я хочу вам пожелать только сейчас не просто терпения, да, не просто уверенности, а пожелать вам именно целеустремленности и сил. И если потребуется моя помощь, вы можете на меня рассчитывать. Вот вы говорили про протекание крыши. А замыкание у вас случается. А вы не думали о пожаре? У вас деревянное перекрытие в доме. 2 раза Если уже что-то было. случится, вы будете просто 2 сумасшедший дом. Это просто... Вы не представляете, в какой опасности вы живете в этом доме. А у вас еще газ есть? На третьем и четвертом этаже нету. На втором на третьем нет. и четвертом. Так дело не в этом. Дом газифицирован, дом рушится. Да. Когда последний раз у вас была газовая служба? Ой, не знаю. Никогда. А потом мы читаем в новостях, что дом сложился. Да. Я могу сказать так, что мы найдем и точно найдем выход вместе с Народным фронтом и вместе с вами. И здесь я единственное вас очень попрошу действительно быть активными, потому что у нас есть эксперты, в том числе регионального отделения. Для нас действительно это регион. Мы постоянно берем фокус то один дом, то другой дом в районе и так далее. Поэтому даже удивляюсь, как вообще могла администрация допустить, чтобы вы дошли до Первого канала. И здесь действительно мы от вас попросим быть активными, помогать нам, в том числе информацией, документами. Обращались вы в прокуратуру, мы сейчас этот вопрос разберем. Будем действовать в том числе и от федерального отделения, и от Генеральной прокуратуры, и от прокуратуры именно с нашей стороны. Живя с ним 16 лет, терпела, мучилась. Первый раз он вас изнасиловал? Привел к его бывшей жене. Он с женой продолжал жить как с женой? Он с нами обоими жил как с женами.
Это была не моя идея, а их совместная. Кого убили-то? Пытался ее сожитель убить. Пытался выдавить глаз Марату. У него никаких повреждений на глазах нет. Слышал то, что в комнате происходят крики. А кто был в комнате? Отчим и моя сестренка. Я начал задавать ей вопросы, доставал ли он полового органа при ней. Она говорит, да. Чистая девочка, ее никто не трогал. Ну, все истории он придумывает. Все он придумывает. Но сын ваш, Ренат, был в таком возрасте, что помнит, как папа привел любовницу, которая на 2 года всего старше была, чем сын. Да. Ренат, идите к нам.